Приветствую вас! Закончилась война. Советский Союз постепенно входил в мирное русло. Восстанавливались города, заводы, а также сельское хозяйство. А для освоения огромных целинных земель требовался уже более мощный и универсальный трактор, способный вывести работы на совершенно новый уровень и при этом значительно повысить производительность труда. Так как основной трактор СХТЗ «Нати», который выпускался с 1937 года на Сталинградском, Харьковском, а впоследствии и Алтайском тракторных заводах, уже не мог справляться с возросшими потребностями. И в конце 40-х годов ему на смену пришел новый, мощный трактор ДТ-54. Дабы не тратить время на разработку нового трактора с нуля, конструкторское бюро под руководством Сидельникова Михаила Степановича за основу взяли СТЗ «Нати», но при этом заменив важные узлы на новые. Компоновка рамы, которая состояла из двух швеллеров, двух поперечин переднего бруса, а также кормовой оси круглого сечения, была аналогична трактору СТЗ «Нати». Но главным отличием от предшественника стал его расположенный спереди новый четырехцилиндровый рядный четырехтактный дизельный двигатель с верхнекамерным смесеобразованием и водяным охлаждением, мощностью 54 лошадиных силы и способной развивать скорость трактора до 9 км в час, что вполне хватало для полевых работ. Установка нового дизеля имела свои преимущества в виде экономичности, вследствие меньшего расхода топлива и масла. В паре с ним работала пятиступенчатая механическая коробка передач, 5 передачами вперед и одной назад. Крутящий момент от двигателя передавался на задний мост, зубчатые колеса которых вращали железные гусеницы. Также в поздних версиях трактора задний мост имел раздельное управление муфтами, поворота и тормозами, что облегчало их регулировку и управление трактором. В первых выпусках оно было объединенное. На улучшенной ходовой части трактора применили металлические торцевые самоподжимные уплотнения, которые защищали от попадания пыли в подшипники и другие трущиеся части. Помимо зубчатых ведущих колес, в ходовую входили поддерживающие ролики, направляющие колеса, а также подвеска с балансированными каретками и опорными катками. Усовершенствована была и вся фильтровальная система для очистки воздуха, топлива и масла. Пристальное внимание было уделено комфорту работы трактористов. Если первоначально двухместная кабина была полузакрытой, то же с 1953 года трактор получил полностью закрытую кабину, в которой были мягкие сиденья. Позже появился отопитель салона закрытого типа и бачок для воды. Но несмотря на улучшения, проблему с шумом, вибрацией и пылью в кабине так и не решили. Набор органов управления представлен в виде нескольких рычагов и приборного щитка. Что касается навесного оборудования, то данный трактор обладал целым спектром различного оборудования, начиная плугами и культиваторами и заканчивая погрузочными механизмами и устройствами для прокладки каналов. А для активации рабочих узлов навесных прицепных устройств по требованию заказчика трактор был оборудован механизмом отбора мощности, работающим от трансмиссии. Создав в кратчайшие сроки новый ДТ-54 и испытав его на полях, правительством страны был дан указ начать сборку сразу на 3 тракторных заводах, дабы решить проблему с нехваткой сельхозтехники. И уже в этом же 1949 году, в июне, в Сталинграде с конвейера сошел первый экземпляр трактора ДТ-54. Следом за ним в ноябре своей 54-й стал выпускать Харьковский тракторный завод. А в июне 1952 года к ним присоединился и Алтайский тракторный завод. Данный новый дизельный трактор оказался настолько популярным, что количество выпущенных этими 3 заводами в 1 миллион экземпляров говорит о многом. Его производили 30 лет, с 1949 по 1979 года. Поставляли не только по всему Советскому Союзу, но и за рубеж. Кроме сельского хозяйства, ДТ-54 был задействован в лесной промышленности, на стройках и других областях. На его базе созданы модификации для выполнения различных работ, в том числе в районах с осушенными болотами и на торфяных полях. Высокие тяговые качества и проходимость, а также надежность силового агрегата и неприхотливость ГСМ сделали из него поистине легендарный трактор, о чем свидетельствует огромное количество фильмов с его участием и памятников. А если мой ролик вам понравился, был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Желаю всего хорошего, пока.